Всем доброго раннего утра, друзья мои. Поскольку уже раннее утро, я хочу подарить вам очень сильную работу. Но прежде чем начать, я хочу сказать пару слов. Вы знаете, люди, которые никогда ничего не создавали, а тем более, когда они не блещут умом, когда на их лице вообще даже следов нет интеллекта, такие люди, они, как правило, обнуляют, поносят работу других людей, пытаясь опорочить, пытаясь показать в дурном свете человека, поскольку они понимают, что до этого человека им как до Луны пешком. И я хочу вначале объяснить и таким людям, и всем остальным. Я свои работы делю на несколько частей. Первая часть – это работы, которые я получила от своих предков. Я знаю по их книгам теней, тогда в советское время не было таких красивых книг теней и блокнотов. Писали в тетрадях. Я помню, там есть в тетрадях или, маленьких таких блокнотиках. У мамы моей был такой блокнот зеленый. Мне напоминало змеиную шкуру. Но, естественно, не настоящая кожа. В то время еще копеечный этот блокнот. Или записная книга. И там у нее были записаны и рецепты, и заговоры, и много чего, все вперемешку. Это она записывала со слов моей прабабушки. Когда не было магазинов суперкрутых, где есть все, и свечи, и статуи, и все, что хочешь, мечта любой ведьмы, люди лепили это из глины. Я помню, когда сводили болезнь с одного мужика на глиняную куклу. Мне очень хотелось эту куклу свистнуть. Я вот прям ждала, когда все отойдут куда-нибудь, и я заберу эту куклу. И все догадались, и эту куклу забрали подальше. Потом эту куклу отпускают по реке, и болезнь человека уходит. У нас в роду по линии бабушки, по линии деда, не скажу, что очень много, но немалое количество людей, которые обладали определенными знаниями. Кто-то лечил, кто-то заговаривал, кто-то страх снимал. А потом все это воедино собралось и вышло у меня. Мой дед был медиум. И там, где жили мои предки, моего деда очень хорошо знают. Он чувствовал мертвых. Он говорил с ними. Он знал, кто умрет. Но поскольку он был человек, рожденный в горах, и стеснялся вообще этим заниматься и избегал, то его забрали, потому что эта сила ищет выхода. И если человек не дает этой силе подпитку, а в чем она состоит? Когда к ведьме идут люди, этот человек занимается людьми, или она дарит эти работы, и люди делают, и идет энергия к силам. Если ты не даешь энергию к силам, то есть силам, то рано или поздно тебя убирают. Они сначала предупреждают, наказывают, а потом убирают, чтобы в твоем роду родился тот, кто эту силу будет использовать. Поэтому люди, которые говорят, что мы колдуем там потихоньку только для себя, это все ерунда. Такого быть не может. Это такая мощная сила, что когда ты несколько дней не работаешь, хочешь отдохнуть, у тебя начинаются ломки, как у наркомана. Ты себя чувствуешь отвратительно, ты срываешься на всех, тебе плохо, тебе нужно выплеснуть эту энергию. Тебе нужно с кого-то эту порчу снять, отдать эту темную энергетику более таким злобным силам, потому что это их еда. Я вам уже объясняла, почему к ведьме поток людей, потому что снятая эта энергетика, это еда для определенных сил.
И для того, чтобы они все время наедались, они приводят людей к тебе. Чтобы ты сняла с них эту черную энергию, отдала им, они наелись. И, собственно говоря, исходя из всего этого, естественно, как человек, рожденный в такой семье, видевший вот это все действия и прочее, по крупицам восстанавливая детские воспоминания, я создавала свое на почве тех, что знали мои предки. Некоторые работы моей прабабушки я напрямую перевела и подарила людям. Например, антикризисный заговор я так назвала. Ну, естественно, он осовремененный, естественно, он подогнанный под публику русскую, для того, чтобы люди поняли. Я убрала те слова, которые могли быть непонятны. Это ежу понятно, что там нужно сделать под эту публику, чтобы эта публика могла этим ритуалом пользоваться. То есть мои ритуалы делятся на родовые, то, что знали мои родные люди, да, предки мои. Делится на то, что я приобрела за жизнь, то есть я узнала различные культуры. Бабушка моя не знала вуду, естественно. Были некоторые элементы в ее магии, напоминающие вуду, потому что общие корни-то есть у всех школ магии, то есть направлений магии. Но вот как таковой, естественно, она этим не занималась. Естественно, я узнала руны, я узнала скандинавскую магию, я узнала кельтскую магию, английскую магию, изучила закавказскую магию, изучила северокавказскую магию, северную магию, равнинную магию, которая называется русская магия и прочее. И понятное дело, что на почве своих уже данных и знаний, и того, что мне было дано, я создала свои работы. Теперь, есть работы, которые мои семейные, которые я улучшила, усилила, отдала публике или напрямую перевела. Есть работы, которые исконно мои. Есть работы, которые я получала от так называемого информационного поля. То есть я получала извне. Это через подсознание, через сны и прочее, прочее я вам дарила. Есть работы, которые, за основу которых взята этнология народов, поверья, обычаи народов, и на этой почве создано. Есть работы, где я взяла за основу более древний заговор, но поскольку он не до конца открытый, без ключей, и такое есть. Знаете, иногда есть в книгах, даже в интернете, есть старинные заговоры, которые незавершенные, не до конца раскрытые, и они не работают. Но, поняв технику этих заговоров, я могу взять некоторые из них, усилить и сделать на почве тех свою работу. Понимаете? Поэтому для некоторых идиотов, которые ищут какие-то схожие слова для того, чтобы в чем-то меня обвинить, я хочу вам сказать, вы не понимаете ничего, поэтому лучше не лезть в эту сферу и не пытаться выглядеть очень умными, потому что вы останетесь в дураках. Есть такой момент, когда заговор уникальный, очень интересный и мог бы работать и помочь людям, но он не до конца раскрыт, не до конца дан, или переделан, или без ключа, и от него пользы никакой. Но почва очень хорошая, то есть как глину берешь и лепишь то, что хочешь. Почва хорошая, потому что древние заклинания. И ты берешь это древнее заклинание на основе или добавляешь свое сверху, или берешь эту часть и потом свою часть добавляешь. Но в любом случае обрабатываешь, то есть перерабатываешь это в нужное сырье, отдаешь людям, и это срабатывает. Это называется профессиональный взгляд на вещи. Понимаете, вы никогда в жизни ничего не создавшие, не понимаете, что есть общие законы, общие каноны магии, и на основе которых определенные направления, оттуда просто нельзя делать шаг в сторону, нельзя самовольничать. Если ты хочешь, чтобы оно получилось, ты должна следовать этому закону. И для этого я беру за основу ту работу, которая дана, но дошла до нас не полностью. То есть
в различных вариантах, не полный, не непонятный, без ключа, без силы, там, без ничего. Но почва хорошая, но интересный вариант, интересный момент. Например, там зазыв определенной силы, которая очень к месту, который очень много веков вызывается, значит, он работает. Но неправильно все это записано, неправильно это все передано. И ты понимаешь, что из этого может получиться намного сильная работа, чем там есть. И ты берешь это и делаешь свое на основе вот этого. Понимаете? Просто, ну о чем мы можем говорить с людьми невежественными, с людьми, у которых абсолютно отсутствие знаний, мозгов и всего остального. Ни о чем. Но для зрителей я объясняю, что если какие-то схожие слова где-то появляются, это означает, что человек взял древний заговор, который не до конца, который сырой, то есть не обработанный, не сделанный, не исправленный, не улучшенный, и улучшает и отдает людям. Но это уже ее авторское, на основе более старинного зазыва или работы более старинной. Я надеюсь, вы меня поняли. Вот сейчас я хочу вам подарить деревенскую привязку. Это не приворот. И он тоже создан на основе уже существующего заговора. Но из того заговора взято всего лишь первоначальные слова, зазыв той силы, который должен прийти. Но он настолько примитивно дошел до нас, то есть он дошел только отчасти и дошел только вот вызов этого духа. Этот дух, он очень сильный. Дух ночи, ночной дух. И если взять эту силу и правильно написать к нему зазыв, правильно это все создать, исправить, то работа будет, скажем так, сильная и действенная, она реально сработает. А в том виде, в котором где-то, может быть, есть, он абсолютно бесполезен, потому что там просто ни о чем. И вот, взяв за основу этот древний зазыв, который наполовину до нас дошел, я создала на этой основе свою работу, которая очень сильна и может вам помочь. Я надеюсь, что все поняли, о чем я говорю. Теперь, кому можно это провести? Я хочу вам сказать. Это не приворот, это делается в случае того, когда мужчина не смел, когда под влиянием чьим-то, когда боится начать с вами семейную жизнь. То есть у вас есть уже отношения, этот человек должен быть свободен, он не должен быть женат, иначе нельзя это провести. То есть это человек ваш любимый человек, с которым вы встречаетесь, с которым у вас есть отношения. Это не чужой дядька где-нибудь. На абсолютно чужого человека, который вас не знает, и тем более знает, но к вам ничего не испытывает, это провести нельзя. Но если вы хотите семью, хотите брак, и хотите, чтобы этот человек никуда, ни налево, ни направо не ходил от вас и остался с вами, то есть создал с вами семью, убрать его страх, усилить его страсть, вернуть эту любовь, которая есть на почве. Искусственно не создавайте любовь. Она есть, ее можно усилить. По разным причинам люди иногда боятся семейной жизни и так далее. Если это все есть, провести этот ритуал и усилить. Это деревенский зазыв. И он очень сильный. Если вы правильно проведете, у вас все получится. Но, например, там бывает, муж далеко, охладили отношения, но ты понимаешь, что это хороший человек, не хочешь его отпускать в своей жизни. Вернуть эти отношения, вернуть эту страсть, эту любовь обратно и переосмыслить. Иногда люди могут, знаете, на ошибках своих учиться и совершенно новые отношения создать, и совершенно новую судьбу себе создать по новой, с нуля начинать это все. Если вы чувствуете, что это ваш человек, и он к вам испытывает те же чувства, но что-то мешает вам быть вместе, проведите это. Это
создана на основе древних знаний, более древнего зазыва, и плюс моя работа. И оно проверено, и оно работает. Итак, что для этого нужно? Итак, вам для этого нужно взять яйцо. Желательно деревенское, но может и сойти яйцо с магазина. Но темного цвета яйцо. Подберите темное яйцо. Итак, раньше делали на рубашку человека. Но поскольку у нас 21 век, время другое, берем фотографию человека. Положите фотографию, берите 3 черные восковые свечи. Именно воск, именно черный. И не спрашивайте у меня постоянно, где достать воск. В интернете наберите и купите полно магазинов, где продают восковые свечи. При желании можно найти. Поставьте треугольником, значит, фотографию и сверху положите яйцо. Говорите заклинание 13 раз, после чего разбивайте яйцо, поэтому заранее подготовьте, внизу положите что-нибудь, чтобы не растеклось. Берите черную материю, фотографии, сверху яйцо, 3 свечи треугольником. 13 раз читайте. Делайте это ночью и делайте это при растущей луне. Посмотрите, когда луна растет, потому что у вас любовь должна расти. Вот я вам почему говорю, что когда луна будет иметь значение, я вам об этом скажу. Вот сейчас говорю. При растущей луне или при то есть в первый день полнолуния, потому что полнолуние, он обычно первый, потом второй день начинает чуть-чуть убывать и далее. Вот. Но желательно при растущей луне, начало растущей луны, и идет, растет, эта сила усиливается, приумножается и так далее. Первый день делайте это еще раз. Фотографии человека внизу положите что-нибудь, чтобы не пачкать. Черная материя, фотографии, сверху яйцо. 3 черные свечи. Треугольником поставили. Прочитали 13 раз. Потом разбивайте это яйцо, прямо так разбивайте это яйцо. Вот так вот вытаскивайте все, что там есть содержимое, на фотографию. Вот ждете, пока догорят свечи, берете огарки свечей вместе с этим всем, значит, нужно привязать узелком и выносите на следующий день можно. В течение 3 дней, естественно, нужно убрать из дома. Но в этом случае на следующий день вынесите туда, на улицу и под деревом. Закопайте. И не надо мне задавать вопрос, а что делать зимой, а как быть. Зимой тоже можно чем-нибудь, значит, выкопать там яму и положить это все туда. Естественно, не на кладбищенскую землю. Я думаю, что мозгов хватит понимать. Просто в землю. Земля обладает особой энергетикой. И вот этот любовный просто сигнал, можно сказать, да, эта любовная сила идет и очень быстрая. Вы начинаете сниться человеку, он начинает по вам скучать и так далее. Это первая часть. Забыла сказать, когда, значит, эту фотографию закопали, закрыли, сверху льете вино и оставляйте там. Половину бутылки там ставите возле дерева. Без слов, без ничего, отвернулись, ушли. Следующая, вторая часть. Вторую ночь. Его фотографию и вашу фотографию. Значит, положите на алтарь. Под ним нужна красная материя и красная лента.
Значит, берете, нужно проколоть палец. Купить специально для этого есть приспособление в аптеке. Проколоть палец и накапать 3 капли крови ему на лицо. Читать заговор 6 раз. Эти фотографии так прикрепить лицом к лицу. Обмотать, закрыть красной тканью, обмотать красной лентой и спрятать в своей рубашке. Рубашки не новой, старой, в которой вы ходили уже. Как только все получится, как только у вас все, что вы сделали, получится, эту фотографию нужно сжечь. Но это еще не все. Обмотать, на следующий день выйти на улицу, найти дерево, любое, другое, не обязательно то самое. К ветке привязать красную ленту и говорить его имя. Приходи, его имя, приходи, снова приходи, отвернуться и уйти без слов. Когда у вас все получится, когда вы сойдетесь, когда у вас все будет хорошо, значит, идете снова к дереву, относите столько монет, сколько вам, лично вам лет, красное вино, опять нужно выплеснуть половину поставить туда, эти монеты положить и говорить: откупаюсь, и уходить. Надеюсь, все ясно. Итак, первая часть с яйцом читается 13 раз. Я здесь не прочитаю 13 раз, потому что у меня не хватит зарядки. Итак, призываем дух ночи. Гоша ноча ожи. Так называется дух ночи. Гоша ноча ожи, прошу на зов приди. Моего любимого имя называйте. Ко мне поверни, всеми дорогами ко мне приведи, через жизнь и в зародыше, через живую нерожденную кровь. Зажги в его сердце тоску и любовь, чтобы ночи не спал, горевал да тосковал. Стрепенутся силы темные, оживятся чары сильные, войдут в его кровь, начнут его гнать ко мне и к моему порогу. Как попы на иконы молятся, так и он на мой образ глядит, да от любви сохнет. Туманится разум, в душе горит костер. Желает меня и днем, и ночью. Заклинаю тебя, Гоша ноча, ожи. Услышь меня и помоги. Через жизнь в зародыше, через живую кровь его ко мне поверни. Его любовь ко мне верни. И во 100 крат страсть его усиль. Направь свой легион к нему этой ночью, чтобы он навеки попал в мои сети. О Гоша ноча, ожи, исполни мое заклинание. Да будет так. Давайте еще раз прочитаем. Гоша ноча ужи, прошу, на зов приди, моего любимого ко мне поверни, всеми дорогами ко мне приведи, через жизнь в зародыше, через живую нерожденную кровь, зажги в его сердце тоску и любовь, чтобы ночи не спал, горевал да тосковал, стрепенутся силы темные, оживятся чары сильные, войдут в его кровь, начнут его гнать ко мне и к моему порогу. Как попы на иконы молятся, так и он на мой образ глядит, да от любви сохнет, туманится разум, в душе горит костер, желает меня и днем, и ночью. Заклинаю тебя, Гоша ноча ужи, услышь меня и помоги через жизнь в зародыше и живую кровь его ко мне поверни, его любовь ко мне верни, и во 100 крат страсть его усиль. Направь свой легион к нему этой ночью, чтобы он навеки попал в мои сети. О, Гоша, ноча ужи, исполни мое заклинание. Да будет так. Вот это сделали, 13 раз прочитали. Разбивайте яйцо, значит, разлейте на фотографию. Ждите, пока догорят свечи, берите огарки. Если ночью сможете, идите ночью. Можно ли у себя в огороде? Нет, нельзя. Вы должны за дом вынести, для того, чтобы он пришел. В огороде это ваше пространство, вы там его закроете.
На следующий день вы носите, уже сказала, с откупом, закапываете туда, под дерево, без слов. Выплесните чуть-чуть вина туда, остальное ставьте рядом и уходите. Следующую ночь. Его фотографии. 3 восковые красные свечи. Извиняюсь, забыла сказать. 3 красные свечи. Поэтому подготовьте. Именно воск. Значит, его фотографии, ваши фотографии. Проколите левый палец, палец левой руки, любой палец. 3 капли крови на его лицо. Читайте 6 раз. Вот так вот прилепите лицом к лицу. Красную тканью обмотайте сверху лентой. И спрячьте свои рубашки, которые вы носите. На следующий день красную ленту берете, вы идете на улицу, привязываете к ветке и говорите: приди, его имя, приди, приди, 3 раза. Отворачиваетесь и уходите. Когда все сбудется, вы носите эти фотографии, сжигаете. Пепел желательно потом просто кинуть на землю. Сжигайте, опять же идете столько монет, сколько вам лет, красное вино, откупаетесь под деревом и уходите. Вторая часть. На 2 фотографии читать 6 раз. Кровью своей я с тобой делюсь. Через эту кровь я твою любовь купила. Самую великую цену заплатила. Кровь свою за тебя отдала. Ты мой должник отныне. Гори, гори, колдовская трава. Ой, извиняюсь, я забыла сказать. Заработалась, устала. Здесь должна быть еще полынь трава. Зажечь еще нужно полынь траву. И, значит, на эти фотографии зажигайте траву, капайте пальцем на фотографию лицо. Читайте 6 раз. Давайте начнем снова. Кровью своей я с тобой делюсь. Через эту кровь я твою любовь купила. Самую великую цену заплатила. Кровь свою за тебя отдала. Ты мой должник отныне. Гори, гори, колдовская трава. Я люблю, я желаю, а значит, я права. Кровь моя, всей страстью ярой, схвати его, поработи его, к моему ложу приведи его. Ты взял мою ярую кровь отныне и навеки. Теперь ты мой и будешь моим. Ты будешь со мной, ты будешь со мной, ты будешь со мной 3 раза. Наш союз нерушим. И это истина из истин. Заклинаю. Прочитали 6 раз, капнули кровь, как я сказала. Спрятали фотографию, куда я сказала. Ждете, пока свечи догорят. И это полынь, трава. Это все нужно вместе собрать. На следующий день, когда понесете, привязывать ленту перед этим. Просто оставьте под деревом. Привяжите ленту, скажите: приди, приди, приди. Его имя называйте и уходите. Как откупаться после, я вам объяснила. Немного устала, поэтому так сумбурно. Но в любом случае внизу Яна все напишет поэтапно, и вы поймете, каким образом все делается. Кому можно провести, я уже объяснила. Я надеюсь, что вновь и опять объяснять не нужно. Это очень сильная работа, поэтому прежде чем провести, очень хорошо думайте, потому что все эти работы, естественно, получаются. Всем удачи и всех благ.